Самое значительное, что можно сказать, это слон. Подкаст «Нежный слонь». У Земли есть свой гул, вызванный движением океанских волн. Низкочастотный шум, часто неслышимый для человека. Найдите свой способ выражать свои интересы и увлечения, и найдите способ делиться ими с другими. Именно там происходит магия. Я пришел к самоуничтожению. Таковы законы вечности. Каждый должен уничтожить себя ради блага других. Я ничего не понял. Господа, у вас хуёвое понимание пространственно-временного континуума. Вы вообще не понимаете, о чем идет речь. Нелегко найти свой путь в жизни, но когда находишь, надо его принять. Кем ты работаешь? Вот я учитель, а ты? Я Хулио. Можно поподробнее? Ну, как бы я просыпаюсь, и я Хулио. Самое важное — найти себя. Важно найти состояние, в котором тебе будет легко искать себя. Я бы не отказалась от черничного кекса, если смогу его скурить. Хочешь кекс? Пусть амнезия никогда не коснется наших губ. Покорми, напои землю, и свои мысли расскажи от чистого сердца. Я везде, в разных странах приезжаю и начинаю нюхать землю, как пахнет. В Лондоне очень терпкий запах земли. В Ингрии очень сладкий. А у нас, в Саха, я прилетела и сразу нюхать свою землю. И он такой нежный запах, такой нежный запах. Поэтому всегда, где я всегда обращаюсь к местным силам. Табу на одинаковость обоих полов, которые акцентируют биологические различия между ними и таким образом формируют гендер. Абсолютизация романтической связи — это развод для лохов. И накатывает такое большое смирение, что хочется закуклиться в свою частную жизнь и больше никогда не влезать. Но я продолжаю находить силы на ярость и действия. И хочу предложить вам тоже, несмотря на все. Текущему времени нужны истории про объединение, про дружбу и коллективное сопротивление.
собака заберет с собой твои чувства. Она будет видеть за тебя нежный запах цветов, аромат вселенной. Я ем цветок, его запах становится моей кровью. И даже пес, ищущий священный цветок. Мы вместе создаем этот цветок, ища священной воды. Это момент, когда слово обретает плоть. Не жалей умерших, жалей живых и в особенности тех, кто живет без любви. Если в определенное время прийти в определенное место, можно попасть в потусторонний мир. Похороны. Люди рыдают и плачут по самим себе, потому что их обокрали не за человека, а за себя. Власть человека над человеком, какую бы форму она ни принимала, есть угнетение. Проблема не в форме власти, а в самом ее наличии. То, что у тебя забирают ощущение смертности, скрывая ее отовсюду и делая это стерильным, чтобы ты забыла о смерти, это лишает тебя осознанности и возможности почувствовать ценность жизни. Видя смерть в ее естественном русле и повседневности, сможешь ли ты продолжить делать то, что нужно не тебе, а кому-то еще? Но если ты уверился, будто никто тебя и не поймет, ты все еще вполне себе ребенок. Стих. Слышу пение, соловей, багровая река, пустая земля. Человека обнимает трава, дрожь земли предвещает дожди. Моя невинность смыла кровь моих ран. Я параллельно нахожусь во всех реальностях, которые возможны. Более того, они, новые реальности, добавляются и создаются и генерируются при делении, расщеплении или каких-то незаурядных ситуациях в одной из реальностей. То есть не совсем как в Рике и Морти. Лежал на диване, уснул. Дальше я лежу в многоэтажном здании, в высотке, на кровати. Кто-то стучится в дверь, поздний вечер или 4 часа ночи. Я сквозь дрем думаю, ладно, пусть стучатся, дверь закрыта. Я сплю, может быть, телевизор им громко, но телевизор не орет. Я знаю, что оставлял его средним и не режущим слух. Плюс есть же животное какое-то, которое даст знать, если там что-то есть. И где-то тут я нахожусь уже в доме сейчас и там одновременно. Мне кажется, что 4 часа ночи, и кажется, что 11 часов вечера. Кажется, стучаться и там, и там. Чем больше я выпадаю, тем больше смещаюсь в эту реальность. В том числе с мыслью: ой, пипец, сон как реальность был, сколько переплетений. И так странно, такое параллельное создание новых реальностей от побочных звуков, шорохов, температуры и прочего воздействия в этой реальности. И тут я
А что это за типичный ход мысли нарастает, чем больше я просыпаюсь? Почему это чем сильнее я выхожу из сна, тем крепче это... Ой, так похоже на реальность. И тут я пишу эту заметку в таком странном порядке и последовательности, но стиль повествования и описания похож и на сам опыт, знания и вспышку света.